Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал. В предыдущей части мы рассмотрели поведение тех генералов и офицеров, подлость и трусость которых стоили Советскому Союзу огромных потерь. И, естественно, возникает вопрос, а тогда благодаря кому советский народ все же выиграл Вторую мировую войну практически у всей Европы? Тут нет тайн. Благодаря советскому солдату, благодаря советскому народу. Народ при Сталине, при большевиках-коммунистах был уже совершенно не таким, каким был народ Российской империи при царе и дворянах. Когда маршалу Жукову задали вопрос, благодаря кому Советский Союз выиграл войну, даже этот самовлюбленный маршал постеснялся называть источником победы генералов и офицеров и ответил, что победа обязана молодому советскому солдату, тому, кто не знал царского рабства и вырос в свободной стране. На приеме в Кремле в честь победы над Германией 24 мая 1945 года верховный главнокомандующий Сталин взглянул на победителей с несколько иной стороны и в своем тосте сказал: «Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа», и объяснил, чем именно победа обязана русскому народу. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, над фашизмом. И это сказал не подлый болтун, претендующий на звание историка. Это сказал государственный деятель, это сказал верховный главнокомандующий победившей армии, который понимал роль всех участников в одержанной победе. Раз уж я упомянул подобных, с позволения сказать, историков, то обращу внимание, что в своей дебильности они любят приводить доводы о том, что СССР, дескать, на самом деле не выиграл войну со всей Европой, а проиграл ее немцам, и проиграл потому, что людские потери СССР были больше немецких. Эти дебилы не понимают, что, понеся по утверждениям этих историков гораздо большие потери, но не сдавшись, советский народ показал себя сверхчеловеками мира, а немцы, сдавшись при более низких потерях, лишились права претендовать на это звание. С советским народом-победителем все ясно. Но мы же понимаем, что невозможно достичь победы одними солдатами, если их командиры не способны эту победу достичь. Отара овец под командой льва всегда будет сильнее стаи львов под командой овцы. Значит, были даже среди кадровых офицеров Красной Армии те генералы, благодаря которым советский народ одержал победу? Да, были. Их были тысячи. Их было настолько много, что мы обо всех вспомнить не сможем. Поэтому давайте начнем сначала, с верховного главнокомандующего. Как он сам себя рекомендовал, начнем с русского грузинского происхождения Иосифа Виссарионовича Сталина. И начнем не спеша, из того, что в Сталине отличает его от других государственных деятелей. Описывая историю Второй мировой войны, и западные историки, и множество отечественных историков, если их, конечно, можно назвать отечественными, будут уверять вас, что Сталин был диктатор, и все потери СССР в войне вызваны его глупыми решениями. Поэтому сначала займемся вопросом того, каким диктатором был Сталин. Диктатор – это тот, чьи команды, а не законы в данной стране, все исполняют. Но для этого надо, чтобы диктатор имел власть наказать за неисполнение своих команд. А какую власть наказать имел Сталин до войны? Вот Гитлер занимал высшую государственную должность в Германии, был канцлером, и по своей должности мог наказать всех за неисполнение своих приказов. Точно так же Муссолини занимал высшую государственную должность в Италии, он был премьер-министром, поэтому все в Германии и Италии обязаны были по закону и под страхом наказания исполнять их команды. А какую государственную должность в СССР занимал Сталин? Это вопрос? Высшей законодательной властью Советского Союза был Верховный Совет СССР, и главой законодательной власти был председатель Президиума Верховного Совета. Так вот,
2 года от революции до 1919 года главой законодательного органа был Яков Свердлов, а после него Михаил Калинин. Главой СССР, председателем Совета народных комиссаров, Совнаркома с 1917 года и по 1924 год был Владимир Ленин. После смерти Ленина и по 1930 год председателем Совнаркома был Алексей Рыков, и после него по май 1941 года председателем Совнаркома был Вячеслав Молотов. Вот персонально все высшие руководители СССР в 30-х годах и по май 1941 года – Калинин и Молотов. И других руководителей государства в СССР больше не было. И правящей партией Сталин тоже не руководил. У партии не было единоличного руководителя, ею руководили съезды партии, которые собирались раз в 4 года. А для непосредственного руководства партии съезды избирали Центральный комитет, сокращенно ЦК, численностью около 100 человек. ЦК, эти 100 человек, находящиеся по всей стране, руководили партией непрерывно и непосредственно. Чтобы эту работу ЦК технически организовать, Центральный комитет избирал 5 секретарей партии. И из самого названия этой должности секретарь. Должно быть понятно, что секретари сами ничего не решали. Они исполняли решения этих 100 человек, членов ЦК. И Сталин был одним из 5 этих секретарей. Всего лишь. Ему в СССР ни один человек не обязан был подчиняться, поскольку он никого не имел права наказать в то время, которое сейчас называют сталинским террором. Да, начиная с 30-х годов Сталин был вождем советского народа, но ведь и должность вождя в СССР отсутствовала как таковая. Не было в СССР такой ни государственной, ни партийной должности – вождь. Сталин был вождем в СССР как личность, а не как начальник. Он был вождем по своим личным качествам, а не по должности. Стать вождем, не имея должности, с которой можно командовать, несложно, но это мало кто понимает. Стать таким неформальным вождем можно только своим умом и только при коллективном управлении. А в тогдашнем СССР как раз и было коллективное управление, то есть и в государстве, и в партии решение по нужному вопросу принималось голосованием многих людей. Но ведь прежде всего нужно было найти и сформулировать это решение, чтобы остальные члены руководящего органа могли за него проголосовать, не так ли? Да, такое решение обязан был искать каждый член коллективного управляющего органа, но ведь это же работа, это же надо тратить время. Чтобы найти нужное решение, нужно не за амфорами нырять и не щук ловить, а изучить вопрос, а для этого читать учебники и научные работы, изучать статистику, изучать настроение людей и прочее, прочее, прочее. А многим, очень многим членам коллективных органов заниматься этим не хотелось. Им хотелось развлекаться, на охоту ходить, на рыбалку, а потом прийти на работу и всего лишь проголосовать за что-то или за что-то подписать. И считать, что они и есть руководители. Это понятно. Итак, для коллективного управления сначала необходимо, чтобы кто-то изучил вопрос, нашел и сформулировал решение этого вопроса, за которое проголосовало бы большинство членов коллективно руководящего органа. Вот Сталин и был тем, кто искал за всех решения по всем вопросам. Нет, не только он, другие товарищи тоже предлагали свои решения. Но Сталин предлагал самые правильные решения, и за эти его решения все чаще и чаще голосовали члены ЦК и Политбюро. Сталин самообразованием достиг уровня, который вряд ли кто-то достиг в мире. У него в библиотеке на даче было более 30 тысяч книг, и это были не романы. И все эти книги он изучил, или по меньшей мере прочел или просмотрел. И Сталин работал как вол во имя Советского Союза, работал для того, чтобы сделать народ, вернее трудящихся СССР, счастливыми как можно быстрее. Паразитам он ничего не был обязан, за что паразиты по сегодняшний день его так ненавидят. Между прочим, Сталин под грузом всех тех дел, которые на него валили товарищи, трижды просил ЦК отпустить его с должности, даже секретаря ЦК всей партии, и послать куда-нибудь секретарем областного комитета партии. ЦК его не отпустил. Члены Центрального комитета партии не представляли, как они будут без Сталина, без того, кто найдет наилучший выход из любого положения, без того, кто будет работать за них.
Но все же в мае 1941 года Сталина заставили занять и государственную должность. Он вместо Молотова был назначен председателем Совнаркома, стал официальным главой СССР. Однако в начале Великой Отечественной войны Сталин не командовал войсками, не собирался быть еще и военным вождем. За день до нападения немцев на СССР уже был образован орган боевого управления Красной Армией, Ставка Главного командования, и председателем Ставки, главнокомандующим Красной Армией, был назначен тогдашний нарком, то есть министр обороны маршал Тимошенко. Было также понятно, что власть в стране нужно передать органу с диктаторскими полномочиями. И 30 июня 1941 года Верховным Советом СССР был создан Государственный комитет обороны, ГКО, председателем которого был назначен глава СССР Сталин. Таким образом, сначала предполагалось, что Сталин будет руководить страной, а Тимошенко командовать войсками. Тимошенко был прекрасный генерал, о нем позже, но должность главнокомандующего Тимошенко не потянул, особенно в условиях предательства генералов на фронтах, да и практически все время Тимошенко сам был задействован на конкретных фронтах. Поэтому 10 июля 1941 года ГКО преобразовал Ставку Главного командования в Ставку Верховного командования, и председателем ее был назначен все тот же Сталин. Теперь он обязан был руководить уже двумя высшими коллективными органами управления – и страной, и армией. А 19 июля 1941 года Сталина обязали возложить на себя и должность наркома обороны, то есть еще и руководить подготовкой армии к войне. Тем не менее, положение с командования армии оставалось неудовлетворительным, и ГКО заменил коллективное командование Красной Армии единоличным. 8 августа была создана Ставка Верховного Главнокомандования, и Сталин стал Верховным Главнокомандующим. Таким образом, с началом войны на Сталина нагрузили обязанности по меньшей мере 3 высших руководителей страны, и при этом он еще и оставался секретарем правящей партии коммунистов. Поэтому и сегодня, как Сталина и не поливают дерьмом, а никто не способен придумать кандидатуру даже тех лет, которая бы могла бы Сталина заменить по интеллекту и моральным качествам. Подытожим. Таким образом, если Гитлер и Муссолини пришли к власти благодаря своим партиям, благодаря штурмовым отрядам, благодаря вооруженной силе, то Сталин пришел к власти и в государстве, и в партии благодаря уму и работоспособности. Дебилы понять этого не способны, но другого объяснения феномену Сталина просто нет. Ну, а дебилов можно просто не слушать. И гражданин России обязан понимать, почему Сталин был вождем и почему нынешние, так сказать, государственные деятели не годятся Сталину даже в качестве туалетной бумаги. Теперь оценим руководителей рангом несколько ниже ранга Сталина. Начнем с того, что с начала Второй мировой войны по осень 1942 года начальником Генштаба сухопутных войск Германии был генерал-полковник Гальдер. Он явно рассчитывал после победы Германии написать мемуары, для чего старательно и каждый день вел дневник. А поскольку в мемуарах Гальдер предполагал, как и все мемуаристы, приукрасить события, то он зашифровывал дневник собственной системой стенографии. После поражения Германии следователи Нюрнбергского трибунала заставили Гальдера при них расшифровать записи его дневника, и таким образом этот дневник стал наиболее точным документом войны. Гальдер в дневнике описывал совещание у Гитлера и высшего военного руководства Германии, подробно рассматривавших события на Восточном фронте, события войны с СССР. Разумеется, на этих совещаниях немцы упоминали высших военных руководителей СССР, тех, чьи намерения они пытались разгадать, тех, кто доставлял ему наибольшие неприятности. И кроме Сталина, из высшего генералитета СССР в дневнике Гальдера упоминаются только маршалы Буденный, Ворошилов и Тимошенко. Скажем, в начале войны начальником Генштаба Красной Армии был Жуков. Он же выезжал на фронты, командовал фронтами и главными направлениями. Тем не менее, немцам Жуков, как военный деятель, был неинтересен, поскольку не наносил им вреда в объеме, который бы заставил Жуковым интересоваться. А теперь представьте, насколько тяжелая доля досталась маршалам Буденному, Ворошилову и Тимошенко. Ведь им приходилось командовать в условиях, когда нижестоящие генералы во множестве или трусили, или откровенно предавали, как предали Павлов, Кирпонос, Лукин и многие другие.
В это время эти маршалы командовали главными направлениями, воинскими объединениями, состоящими из нескольких фронтов. И чтобы показать тяжесть лежавших перед маршалами проблем, начну с маршала Буденного. Командуя юго-западным направлением, Буденный оценил обстановку в районе Киева и по просьбе штаба и командующего юго-западным фронтом генерала Кирпоноса 11 сентября 1941 года запросил Ставку разрешить оставить Киев и отвести юго-западный фронт за реку Псел. Это было тяжелейшее решение для Сталина. Нужно было отдать немцам еще одну столицу союзной республики и огромные территории. Однако Сталин с Буденным согласился. Но когда Сталин связался с Кирпоносом, тот нагло заявил, что у него и мысли не было оставлять Киев. В результате Буденный в глазах Ставки предстал паникером, и Буденного сняли с командования юго-западным направлением, а приказ об отступлении и оставлении Киева отменили. А через несколько дней немцы окружили юго-западный фронт. Кирпонос тут же предал, прекратив фронтом командовать, сдал веренные ему войска немцам, сдал им Киев и сам тоже попытался сдаться. А в 1942 году Буденному, командовавшему тогда северокавказским направлением, подчинялся и Севастопольский оборонительный район. И Буденный обеспечивал оборону Севастополя всем необходимым. Достаточно сказать, что за 3 дня до падения Севастополя, 27 июня, Буденный прислал обороняющимся севастопольцам свежую 142-ю стрелковую бригаду. Но в ночь на 29 июня небольшой немецкий десант на резиновых лодках переправился через бухту и захватил небольшой плацдарм на восточной окраине южной стороны Севастополя. Ну и какие проблемы с военной точки зрения? Немцы переправились только со стрелковым оружием. Следовательно, нужно было тут же накрыть их огнем своей артиллерии, атаковать танками и сбросить в бухту. Однако командовавший обороной Севастополя адмирал Октябрьский и генерал Петров, понимая, что Буденный не разрешит им сдать немцам крепость Севастополь, обеспеченную всем необходимым, в обход своего прямого командира Буденного запросили командующего военно-морским флотом СССР адмирала Кузнецова разрешение бросить солдат и матросов в Севастополе без командования и самим удрать из крепости. Кузнецов разрешил. Октябрьский с Петровым и остальными генералами и старшими офицерами удрали на самолетах и подводных лодках, а оставшиеся без командования солдаты и матросы были дезорганизованы, и Севастополь пал. Как было Буденному и остальным маршалам командовать эдакими мерзавцами? Те советские маршалы, которых сегодня все прославляют как героев войны, скажем, маршалы Жуков или Василевский, в 1941 году страшно боялись немцев. Когда маршал Ворошилов командовал северо-западным направлением, он предложил сидевшему в Москве будущему маршалу Василевскому даже не командование, а всего лишь стать его начальником штаба. Василевский извернулся и отказался. Тем не менее, Ворошилова без Василевского не дал немцам окружить никакие более-менее крупные части веренных ему войск северо-западного направления, разгромил немцев под Сольцами, заставив 40 километров удирать корпус будущего фельдмаршала Манштейна и не дал немцам сходу взять Ленинград. А Жуков, начавший при Хрущеве считаться защитником Ленинграда, сменил Ворошилова только через 2 дня после того, как Гитлер приказал Ленинград не штурмовать, а задушить город голодом. Жуков имел задачу прорвать блокаду Ленинграда, ведь тогда немцы еще не успели выстроить удушающий город кольцо своей обороны. Но Жуков не сумел решить эту задачу. То есть формально это Жуков обрек жителей Ленинграда на голодные смерти. И в этот тяжелейший и трагический 1941 год наиболее отличился именно как полководец маршал Тимошенко. В ноябре 1941 года, даже испытывая крайний недостаток сил и средств, которые тогда все шли для обороны Москвы, маршал Тимошенко, командуя войсками на южном фланге Советско-Германского фронта, отдав 2-й кавалерийский корпус для все той же обороны Москвы, проведя тщательную разведку и собирая буквально по крупицам артиллерию, танки и автотранспорт, прорвал фронт немцам на своем левом фланге под Ростовом, когда Ростов уже взяла 1-я танковая армия немцев. Ворвавшимся в тыл этой армии своими подвижными частями, Тимошенко, вопреки военным канонам, не стал немецкую армию окружать, не дал немцам выстроить оборону, а повел наступление вслед немецким наступающим на Ростов войскам, громя их тылы.
и разгромил первую танковую армию немцев, включавшую в себя 3 армейских корпуса, 10 дивизий, до состояния, когда остатки армии вынуждены были бежать из Ростова, бросив трофеями 154 исправных танка, 8 бронемашин, 244 орудия, 93 миномета, 1455 автомашин и другую боевую технику. А всего немцы потеряли в этой операции 275 танков и 359 орудий. Немецкий фельдмаршал Рейхенау, приняв то, что осталось от немецкой первой танковой армии, уже 4 декабря поспешил сообщить в Генштаб сухопутных войск Германии, что только своевременное поступление подкреплений может предотвратить начало нового кризиса. И чтобы спасти остатки первой танковой, немцы перебросили ей под Ростов еще 4 дивизии и ударили по правому флангу войск Тимошенко силами 34-го армейского корпуса, включавшего в себя 3 дивизии. Но и здесь Тимошенко, создав конно-механизированную группу, полностью окружил под Ельцом этот корпус и начал его громить. 12 декабря кавалеристы генерала Крюченкина пробились и разгромили штаб корпуса, а 15 декабря командир 134-й пехотной дивизии, входящей в этот 34-й армейский корпус, генерал Кохенхаузен, лично повел в атаку остатки окруженных немцев в попытке прорваться. Но советские кавалеристы устояли. Генерал Кохенхаузен был убит в этой атаке, оставшиеся в живых немцы сдались или разбежались по лесам, преследуемыми советскими кавалеристами. В результате этой победы Тимошенко не только был освобожден Ростов, но и немецкий фронт был отброшен на запад на 68 километров, а немецкая группа армии Юг на полгода потеряла наступательные возможности. И помянутый начальник Генштаба сухопутных войск Гальдер в своем дневнике 30 ноября меланхолично записал: «Отход первой танковой армии вызвал возбуждение у Гитлера. Главком после этого отдал приказ Рунштетту не отходить, но тот ответил, что выполнить приказ не может. Доложили Гитлеру, тот вызвал Рунштетта». А другие источники дополняют: когда Гитлер попытался обвинить Рунштетта в неудаче под Ростовом, старый генерал-фельдмаршал, который внешне выглядел образцом старинного прусского аристократа, холодно ответил, что ответственность за неудачу несет тот, кто отдал приказ осуществить эту операцию. Иными словами, Гитлер. Тот порывался кинуться на Рунштетта и сорвать с него рыцарский крест. С Браухичем случился сердечный припадок. Гитлер снял ряд видных генералов южной группы армии, в первую очередь командующего 17-й армией генерала пехоты фон Штюльпен-Нальгера. Гитлер обрушился на него в страшном припадке ярости. Главнокомандующий группой армии Юг генерал-фельдмаршал Рунштедт был снят. Его сменил командующий 6-й армией фон Рейхенау. Надо понять причину возбуждения Гитлера. Впервые с 1 сентября 1939 года, с начала Второй мировой войны, в доселе всегда победоносных немецких вооруженных силах была разгромлена целая немецкая армия, да не простая, а танковая, да причем за счет искусства полководцев противника. И одновременно впервые был окружен и полностью уничтожен немецкий армейский корпус. Маршал Тимошенко был первым в мире полководцем, сумевшим выиграть битву у немецких фельдмаршалов. У союзников менее значительное поражение более слабым немецко-итальянским силам сумел нанести британский фельдмаршал Монтгомери только через год, в ноябре 1942 года под Эль-Ремейном. Иногда встречается диванная стратегия через губу, утверждающая, что маршалы Тимошенко, Буденный и Ворошилов не одержали ни единой победы. Дебилы! Тимошенко и Буденный и Ворошилов одержали самую главную победу. Они сорвали планы немцев выиграть войну с СССР за 3 месяца, как немцы выиграли бы ее у царя и его генералов. Они дали возможность Сталину отобрать для командования соединения и объединениями Красной Армии умных и храбрых офицеров, таких, скажем, как самый выдающийся полководец СССР Рокоссовский. В 1942 году жизнь заставила Сталина отказаться от главных направлений, от командования, объединяющего несколько фронтов. Сталин взял управление всеми фронтами на себя. Маршал Буденный возглавил кавалерию Красной Армии. Маршал Ворошилов стал организатором партизанского движения. Маршал Тимошенко до начала 1943 года командовал Сталинградскими и северо-западными фронтами, а затем посылался отставки на различные фронты представителям на время проведения ответственных операций.
А генеральская мафия Красной Армии во множестве отсиделась в тылах и никуда не делась, продолжив и после войны главенствовать уже в советской армии, нагло извращая историю Великой Отечественной войны. Ведь этой мафии было крайне обидно. Она считала немцев непобедимыми, ее представители трусили воевать, сдавались в плен, предавали, а честные генералы Красной Армии взяли и победили немцев без них. И мафия делала все, чтобы вы не только ничего не знали о подлости этой мафии, но и о честных генералах знали как можно меньше. По встречающимся жалобам ветеранов маршал Жуков даже в отставке следил, чтобы все мемуары военачальников ни в коей мере не сообщали о подлости и трусости кадрового командного состава во время войны. И маршал Тимошенко не написал мемуаров вообще, скорее всего потому, что правду написать ему не дала генеральская мафия Хрущев, а врать он не хотел. И эта цензура генеральской мафии и сегодня приводит к тому, что даже любители истории не знают тех настоящих героев, которым народ Советского Союза был обязан свободой и победой. И не знают потому, что, во-первых, многие из этих героев приняли смерть в боях за нашу Родину. И, во-вторых, даже тех, кто остался в живых, генеральская мафия старалась задвинуть в тень. Многие ли слышали о генерале Павле Белове, командире 2-го кавалерийского корпуса, ставшего в 1942 году первым гвардейским? Помянутый начальник немецкого генштаба сухопутных войск Гальдер в своем дневнике с 1 октября 1941 года по 24 сентября 1942 года, ни разу не вспомнив о Жукове, о своем непосредственном начальнике, главнокомандующем сухопутными войсками Германии, фельдмаршале фон Браухиче, вспоминает 13 раз. А о генерал-майоре Павле Алексеевиче Белове аж 11 раз. И как вспоминают. К примеру, 15 июня 1942 года на фронте группы армий «Центр» войска русского генерала Белова снова прорвались в направлении Кирова. Нам это не делает чести. 17 июня кавалерийский корпус Белова действует теперь западнее Кирова. Как-никак он отвлек на себя в общем 7 немецких дивизий. По полному штату, которого у Белова от начала войны никогда не было, советский кавалерийский корпус имел до 19 тысяч человек, а немецкая дивизия 16 тысяч. То есть Белов дрался с противником, шестикратно превосходящим его в силах. Но в советской энциклопедии «Великая Отечественная война» о первом гвардейском кавалерийском корпусе Белова ничего нет. А в советском издании к дневникам Гальдера дан научный аппарат, в том числе и именной указатель. И вот странность. Все фамилии упомянутых в дневнике персонажей в указателе есть, а вот фамилии Белова нет. Наконец 1942 года Павел Белов был лучшим в мире полевым генералом войны, так сказать, по рейтингу немцев. Но, как видите, генеральской мафии СССР хотелось, чтобы вы о нем как можно меньше знали. 16 августа 1941 года Ставка дала приказ номер 270 об ответственности военнослужащих за сдачу в плен и оставление врагу оружия, в котором поставила в пример всей Красной Армии бригадного комиссара Попеля и полковника Новикова, которые не бросили своих солдат и, пройдя с боями по тылам немцев 650 километров, вывели из окружения 1778 вооруженных бойцов. Мало того, что генеральская мафия засекретила в СССР сам этот приказ, позорящий кадровое офицерство, но и в уже помянутой энциклопедии «Великая Отечественная война» статьи о генерал-лейтенанте Попеле нет. Зато есть статья о бросившем матросов и удравшем из Севастополя в 1942 году члене военного совета Черноморского флота вице-адмирале Кулакове. А многие ли слышали о полковнике Тишинском? 17 июля 1941 года ему вверили командование 237-й стрелковой дивизией, и его дивизия разгромила немецкую дивизию СС «Мертвая голова». И как красиво это сделала! Тишинский активно вел разведку, и его разведчики вовремя выяснили, по какой дороге «Мертвая голова» будет выдвигаться на усиление корпуса Манштейна. Тишинский расположил свою артиллерию и войска вдоль этой дороги, и в скоротечном бою 237-я дивизия разгромила эту дивизию СС так, что фельдмаршал Манштейн в мемуарах сообщает: дивизия имела колоссальные потери, 3 полка дивизии пришлось свести в 2. А 12 августа 237-я дивизия в составе своего корпуса попала в окружение.
Командование корпуса бросило солдат и удрало само, доложив Ворошилову, что весь корпус типа погиб. Но Тишинский не бросил солдат и начал выводить свою дивизию с боем, и 237-я дивизия в полном составе вместе с оружием и техникой пробилась к своим. Но без Тишинского. Он погиб, командуя боем арьергарда. И если трусливого Карбышева уже в 1946 году включили в список лиц, которым посмертно присвоено звание героя, то Тишинского и медалью за боевые заслуги не наградили. Ни тогда, ни после. В беседе с работниками военно-исторического журнала 13 августа 1966 года на вопрос о полководческих планах наступления под Москвой маршал Жуков сообщил, что никакого плана контрнаступления у него, как у полководца, не было, и победа была получена как бы случайно. Когда мы в конце ноября и в начале декабря организовывали сопротивление противнику, затем применили более активную форму контрудар наносили, в наших замыслах четко обоснованного мнения о том, что намечается такое контрнаступление, каким оно потом оказалось, не было. Но в ходе этого случайного, бездумного контрнаступления, тупо, без подстраховки, погнанная вперед Жуковым 33-я армия была окружена немцами. Однако, вопреки обычаю кадрового генералитета, командовавший ею генерал-лейтенант Ефремов не бросил войска и сражался с ними в окружении более 2,5 месяцев. Лично за Ефремовым посылали самолет, но он отказался покидать своих солдат, повел их на прорыв, получив в этом бою 3 раны. Но когда его пытались вынести из окружения, то Ефремов понял, что погибнет не только он, но и его товарищи. И чтобы освободить их от необходимости нести его, генерал Ефремов застрелился. Из его армии прорвались к своим около 1000 человек, которые уже тогда все до одного были награждены, кроме генерала Ефремова. Он же не бросил вверенных ему солдат, не удрал, не сдался в плен, как Карбышев. Разве он может быть героем в понимании наших генералов? А вот командир 129-й стрелковой дивизии генерал-майор Городнянский. В Смоленском сражении летом 1941 года, когда многие генералы бросали веренных им солдат и сдавались или пытались самостоятельно удрать из кольца окружения, Городнянский вывел из окружения части своей дивизии, затем вернулся в кольцо, возглавил и вывел попавшие в окружение части 14-й танковой дивизии. В ходе Харьковского сражения 1942 года 6-я армия под его командованием, действуя на главном направлении, прорвала оборону немцев и за несколько дней боев продвинулась на глубину до 50 километров. Но немцы окружили все прорвавшиеся армии Юго-Западного фронта. Наша 6-я армия прорваться из окружения оказалось невозможно. И наша 6-я армия была разбита. Разбита за полгода до того, как будет окружена в Сталинграде 6-я немецкая армия. И чтобы не попасть в плен, генерал-лейтенант Городнянский застрелился, в отличие от командовавшего 6-й немецкой армией генерал-фельдмаршала Паулюса, которому не хватило духу на этот шаг. Немцы генерал-лейтенанта Городнянского с воинскими почестями похоронили, а наши и не вспомнили. Помер Клим, ну и хрен с ним. Он же не сдался, не отсиживался в плену. Какой он герой в понимании наших генералов? И глядя на тех, кого безмерно прославляли после войны, начинаешь лучше понимать русскую пословицу «не все то золото, что блестит». Сегодня обязанностью гражданина России является всяческое презрение к тем генералам и офицерам, кто отказался воевать, кто бросил своих солдат, кто сдался в плен. Ничего не дало России прославление этих трусов и предателей. Сегодня обязанностью каждого гражданина будущей, настоящей России является розыск и прославление настоящих героев той и последующих войн, героев, честно исполнявших свой долг. И эту свою обязанность гражданину России полагается понимать.